Зеленский провел пятичасовую пресс-конференцию. Я ее посмотрел полностью. И мне она напомнила прочтение известного мема «Жаба и гадюки». А какие у вас впечатления? Ну, вы знаете, что в качестве эпиграфа, который задаст нам настроение, я бы взял а, оценку пресс-секретарем президента господином Никифоровым. Он ответил, что поведение его шефа во время пресс-марафона, цитата, полностью соответствует данной ситуации. Эмоционально, пассионарно, откровенно, искренне, иногда агрессивно. Думаю, что оно полностью соответствует данной ситуации и тому запросу на общение. Ну, то есть, в общем-то, президент держался огурцом, всех победил на словах и, в общем-то, выглядел красавцем. На самом деле, ну, если уже мы там серьезно будем оценивать, а, были темы, вернее, одна тема, касающаяся там, войны и мира, условно, в которой Зеленский играл роль как бы мудрого государственного деятеля, но на самом деле мы понимаем, что он был вынужден синхронизировать свою позицию с позицией Соединенных Штатов, ну и условного НАТО и европейцев. То есть там мы услышали от него, так сказать, какие-то более-менее разумные слова. Так сказать. Там, где касалось его контратаки по обвинениям против него, так сказать, и по созданию новой оппозиции против него, по Вагнергейту и в отношении там Ахметова, ну, вы знаете, что и по санкциям, то, что он отвечал, ну, мы всегда догадывались, что, как это, тяжела ты шавка Мономаха. То есть, конечно, ну, не то, что он не пытается казаться государственным деятелем. Мне кажется, что он даже не пробует им казаться. Из него прет достаточно такая, ну, чернуха. И это мы можем, так сказать, тоже объяснить и поговорить на эту тему. И есть моменты, в которые он был человеком. В общем-то, вот он искренне реагировал, так сказать, вот на какие-то внешние раздражители. Ну, что сказать, человек говно, конечно, вот да, вот это тоже заметно. Ну, а в целом, вот суммируя все это, ну, вот президент Украины, которого мы достойны, которого мы получили в награду. Ну, вот так я попробую ответить, и давайте, в общем-то, разберем его пресс-конференцию. Ну, одна из главных тем – это война и мир, выполнение Минских соглашений, взаимоотношения с Россией и нашими западными партнерами. Ну, смотрите, во-первых, он четко сказал, что он не ожидает войны с Россией в ближайшее время, что не хуже сейчас, чем весной. Количество военных сосредоточено там даже меньше. Я просто должен вам сказать, что вот когда появились 1-2 ноября первые сообщения от политика, и, по-моему, потом Вашингтон-Пост подхватил это, но первый политика был, а, на 3 ноября, так сказать, украинские военные дали, так сказать, свои данные. Они выходили на цифру 90 тысяч, но включали в нее войска, примыкающие к Украине, ну, армии, примыкающие к Украине южного и западного военных округов России, плюс там авиация, что-то еще, плюс Черноморский флот. У них получалось 90 тысяч. Ну, плюс они говорили, и на Донбассе, значит, развернуты 2 армейских корпуса. Ну, они как бы все вооруженные подразделения, так сказать, самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, как бы считают, что это по одному корпусу в каждом. Ну, понятно, в общем-то, столько же, сколько и всегда. Чего как бы кричать, ну, непонятно. Но надо сказать, что президент уже второй раз меняет свою позицию. Так же, как и СНБО и многие другие.
органы власти, которые, значит, то говорили, что это паникеры, потом, что все серьезно, потом, что снова, так сказать, не поддаваться на провокации. Но мы в данном случае мы понимаем, что ну, какие-то серьезные сигналы уже пришли из Белого дома. То есть, что, мол, там не надо из себя жертву изображать и прочее. В общем-то, Зеленский сказал, что в скором времени будет разговор Ермака с представителями Кремля. Более того, вот появилось сообщение, что был разговор Салливана, это помощник президента по национальной безопасности, и главы офиса Украины Ермака. Они договорились задействовать дипломатические средства для снижения напряженности на границе Украины и Российской Федерации. То есть каким-то образом в дипломатическое русло это... Хотя и сейчас оно из дипломатического русла-то не выходило, но тем не менее. Так сказать, при этом Зеленский четко указал, что европейские лидеры хотят, чтобы, так сказать, украинская власть контактировала с российской. И вот он, цитата: «Я думаю, что в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать. Мы совершенно не против». Ну, такая, если он с твоего согласия будет контактировать, ну, как ты можешь быть против? Ну, и сказал, что США, Британия и Турция якобы заявили Украине, что помогут, если что-то начнется. Правда, тут же оговорился. Видимо, все-таки перед ним четкие рамки поставили, так сказать, западные старшие товарищи, что говорить, а что нет. Он сказал, что четких гарантий, в чем будет именно помощь, никто не дал Украине. Ну как какая? Значит, Я вам так сразу скажу. Моральная поддержка. да, и глубокая озабоченность. Мы понимаем. Да, ему конкретный вопрос задали, будут ли канадские истребители передислоцированы из Румынии в Украину. Он ответил, что нет. Более того, он говорил, что никакого наступления не будет на Донбассе, мы не можем жертвовать армией. Тут, кстати, какой-то я вот явно увидел израду и капитулянство, но ведь военный советник, так сказать, паркетный, так сказать, я уже не знаю в каком звании, так сказать, говорят, злые языки говорят, майор Арестович, так сказать, он же сказал, что украинская армия готова побеждать, а Зеленский говорит о том, что, в общем-то, не будет губить армию в попытке отбить Донбасс. Я так понял его слова. А потом, очень важный момент, который тоже мы понимаем, что его извне заставили сказать. Он заявил, что закон о переходном правосудии на Донбассе пока рассматривать не будет. Вы знаете, что он тут повторял, так сказать, кремлевские нарративы. Ну, Кремль же говорит, что принятие этого закона означает выход из Минских соглашений. Ну, Зеленский, правда, говорил, что не только Москва, но и Запад против этого закона. Что на предмет переходного правосудия не очень позитивно реагируют и наши союзники. То есть вот снят этот, так сказать, такой серьезный раздражитель. Вот это его заявление о том, что закон не будет принят о переходном правосудии, это показывает то, что и Зеленский, и Франция, и Германия, они плюс-минус адекватно смотрят на Минские соглашения. Более-менее, то есть это, скажем, уже еще не мертвая тема, то есть она как бы полуживая. То есть на них не поставлен крест на Минских соглашениях. Я вам хочу сказать, что, в общем-то, их с одной стороны хоронят со всех сторон, с другой стороны как бы пытаются сохранить. Во всяком случае, наиболее жесткие демарши были последнее время из Москвы, в том числе Лавров высказывался по поводу закона о переходном правосудия. Так что в данном случае можно сказать, что Киев сделал шаг назад, но как бы идя на, так сказать, встречу западным партнерам. Если бы Москва не протестовала, и западные партнеры бы тем более бы не протестовали. Вы знаете, что если поговорить про контекст, в котором это все происходило,
что вот, ну, с одной стороны, есть сообщение там о концентрации сил российских, но с другой стороны, вот флагманский корабль Средиземноморского флота США, который был в Черном море с 4 ноября, на днях ушел из Черного в Средиземное море. Значит, посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс заявила, что сообщения газеты «Таймс» о переговорах по поводу поставки Великобритании ракет для военного флота и авиации были ошибочными. Мол, соглашение между двумя странами предусматривает наращивание потенциала в ВМС, а не продажу оружия. Ну, правда, я, честно говоря, всегда считал, что в наращивание потенциала входит и, так сказать, покупка или передача оружия. Ну, вот почему-то Мелинда Симмонс решила опровергнуть «Таймс» и что никаких ракет Украине не передается. Но, скорее всего, Великобритании дали по рукам кто-то. А кто это может быть? Только Соединенные Штаты. Ну, видите, хорошо, вот вы знаете что, вот, так сказать, когда включаем логику, оказывается, что не так много-то вариантов есть в мире. Значит, а когда выключаем логику, Путин становится непредсказуемым, союзники ненадежными, еще более непредсказуемыми. И рассчитывать приходится на самого себя, но прекрасно же мы понимаем, что и сами мы непредсказуемы. Так что, в общем-то, и даже думать не о чем. Значит, Столтенберг в программе Axios на канале HBO, он сказал, что НАТО пока не готово принимать в себе Украину. Он сказал, что это, если не ошибаюсь, 15 числа было. Он сказал, что Украина не соответствует стандартам и отсутствует консенсус среди стран НАТО. Так сказать, ну и понятно, что надо заниматься модернизацией, борьбой с коррупцией, он дал понять. Кроме того, Столтенберг напомнил, что для того, чтобы стать членом НАТО, на это должны согласиться все 30 членов Альянса, а сейчас консенсуса относительно приглашения Украины в НАТО нет. То есть это все, вот заметьте, эти все заявления делались на фоне, ну, во всяком случае, какая-то часть американского истеблишмента и часть СМИ нагнетали обстановку. Ну, мы с вами это тоже обсуждали. Более того, сегодня, ну, мы с вами как бы еще в день пресс-конференции Зеленского, параллельно с пресс-конференцией Зеленского, буквально параллельно, генсек НАТО Столтенберг напомнил, что принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются. К чему бы это? Ну вот зачем сегодня в такой торжественный день, когда президент общается с журналистами, можно сказать, со всей страной, зачем вот напоминать такие гадости? Может, Столтенберг говорит это Путину, что типа давай, как бы вперед. Вы знаете, что эти Столтенберги, от них всего чего угодно можно ожидать. Но я вам хочу сказать, что удар в спину пришелся от кеда не ожидали, с Финляндии. Министр иностранных дел Финляндии в интервью и государственному телевидению прямо заявил, что сейчас не время для военного сотрудничества с Украиной. Мол, судьбы Украины будут решаться на встрече президентов США и России, так сказать, а Украине надо контактировать с российским руководством. Вот от кого? От Финляндии, конечно, это мы не ожидали, такой вот зрады. Ну и уже после того, как состоялась пресс-конференция, пришло заявление от Байдена, что он собирается поговорить с Зеленским и Путиным о ситуации на украино-российской границе. Ну, по идее, это должно окончательно разрядить ситуацию, если такой разговор состоится. Но мы понимаем, что этот разговор для того, чтобы как бы все успокоились, кто нервничает. А нервничает... Так подождите, так может быть вот это все нагнетание, которое о скоплении сил, российских сил на украино-российской границе, которая началась в Соединенных Штатах Америки, специально сделано для того, чтобы Байден смог стать миротворцем, который, скажем так, разрулит ситуацию и победит. Вы знаете, что, ну, сложноватая комбинация, теоретически возможно, но комбинация сложноватая. Ну, возможно, такая идея Блинкена.
Более того, вот Госдеп заявил, что Блинкен на встречах НАТО, это вот на днях должны произойти саммит министров иностранных дел, так сказать, государств-членов НАТО, ну еще и встречи между ними, что он обсудит возможные ответы на действия России близ Украины. Вот что интересно, не против Украины, а близ Украины. Вот какой-то тоже такой, в общем-то, ну, не до конца досказанное. Но при этом, вот вы знаете, что ну, вот одной рукой все-таки Блинкен, ну, дает понять, что действия России, естественно, недружественные по отношению к Украине, и надо обсудить, в общем-то, как действовать. Это в одной логике. А сейчас я вам заявление Госдепа в абсолютно другой логике прочитаю. США не планируют объявлять о постоянном военном присутствии на восточных границах НАТО. Ну, я понимаю, там поляки с прибалтами вздрогнули, конечно, немножко. Оно, собственно говоря, понятно. Так, подождите, еще раз прочитайте, пожалуйста, медленно, с расстановкой. США, это заявление Госдепа сегодняшнее. США не планируют объявлять о постоянном военном присутствии на восточных границах НАТО. А как вообще тогда? А кто же будет защищать эту НАТО от агрессора? Ну, Но, во-первых, если вы знаете, в общем-то, в серьезное турне по созданию оборонительного союза вылетел министр обороны Польши. Он планирует посетить сразу 3 Балтийские республики. Я не шучу. Я не шучу. Создается оборонительный блок Польши, Литвы, Латвии. Вы знаете, что Эстония соскочит в последний момент. Не будет она обороняться. Так сказать, Эстония сейчас договаривается. Когда, а можно я в каратели пойду? Возьмете меня в каратели? Это я не хочу я в партизанский отряд. Не хочу в лесные брать. не, ну можно не в каратели, можно в тыловое обеспечение. Ну, в общем-то, Эстония сейчас занимает достаточно такую позицию, скажем так, прагматичную позицию. И даже ну, не стали додавливать законы о искоренении русского языка, так на неких компромиссах остановились. Ну, это как бы, так сказать, отдельная история. Также на пресс-конференции Зеленский проанонсировал, что вроде готовятся переговоры с Российской Федерацией. Ну, я об этом сказал. Как я понимаю, вот эти прямые переговоры, уж не знаю, на каком уровне будут с Ермаком, ну, может быть, Козак будет с ним беседовать, чтобы какой-то был более-менее такой уровень соответствующий. Я думаю, что такие переговоры или консультации – это обязательное условие для того, чтобы состоялась нормандская четверка хотя бы на уровне министров иностранных дел. То есть каким-то образом прозондировать позицию, чтобы, в общем-то, найти какой-то сдвиг в этой ситуации. Я так это предполагаю, но с другой стороны, эта встреча никого ни к чему особо обязывать не будет. Но это хорошо, если она состоится на самом деле. То есть это какая-то гарантия небольшого снижения эскалации, которая сейчас наблюдается на линии разграничения. Возможно, будет подготовлено новое, очередное перемирие, так сказать. Или восстановлено то, которое было. Ну, во всяком случае, это определенный сдвиг в позициях Банковой, в том смысле, что вот там должен провести переговоры Ермак с какими-то российскими, так сказать, представителями. И я, так сказать, предполагаю, что это Салливан его, так сказать, обязал этим заняться во время разговора о приложении дипломатических усилий, которые я тоже упомянул. Следующая тема, которая
обсуждалось на пресс-конференции довольно эмоционально. Это вот эта ситуация с Вагнергейтом, особенно Бутусов там хорошо выступил. Ну, я вам должен сказать, что президент, конечно, умеет себе друзей подыскивать. Что Гордон, который его уже, так сказать, ну, на YouTube-канале Шустера, там, где снимается перерыв во время рекламной паузы, уже материт Зеленского. Что Бутусов... Похоронил его. Нет, он уже материл сегодня. Не, ну материл, а до этого похоронил. Сказал, что Зеленский для него мертв. Для него мертв, да. А, так сказать, Бутусов, журналист рассказывал, что он жалеет, что не дал в морду президенту. Какие они все смелые, ну ты попробуй сделать шаг в том направлении. Я, так сказать, посмотрю, в каком месте у тебя окажутся руки. Тебе будет даже стыдно вспоминать потом, в каком. Ну, знаете, это все, конечно, пустые бравады. Ну, давайте вспомним, что вот в результате Вагнергейта, то есть вот это расследование, которое нельзя сказать уж такое оно мощное и жесткое было, но его дополнил своими заявлениями Василий Бурба, который был начальником Главного управления разведки. И он рассказал, что операция разрабатывалась, велась с одобрения сначала Порошенко, потом Зеленского. То есть им она велась. И он заявил, что перенос сроков операции санкционировал Зеленский через Ермака. Ну и также сказал, что в офисе президента работает некий крот, который проинформировал о спецоперации то ли Москву, то ли Минск. Ну, операция, так сказать, сорвалась, причем, что такие сливы уже были. Вот, так сказать, более-менее нейтральный репортаж, или, так сказать, аналитика Беллинкета, но к ней такой запал поднесли, и, конечно, все это уже заиграло, так сказать, другими красками. При этом ситуация играла против Зеленского в каком плане? Что вот в тот момент, когда это бахнуло, ну, в этот момент уже готовились к войне с Россией, ее пятой колонной. Ну и вот тут получается, а как же готовиться, если пятая колонна в офисе президента сидит? То есть, в общем-то, ситуация такая неудобная. Получалось и по пиару, и, в общем-то, вообще как бы. И вот одна из задач пресс-конференции была как бы, ну, отмыться президенту и дискредитировать Бурбу. Ну, как бы перед пресс-конференцией сначала Арестович объяснил увольнение Бурбы тем, что тот нарушил последовательность принятия решений в проведении спецоперации, не согласовав ее предварительно с Зеленским. Ну, во-первых, не все операции согласовываются, а во-вторых, и Бурба, и, кстати, и Беллинкет предъявляя там некие документы, свидетельства, умозаключения, что она была согласована. И Бурба говорит о том, что была согласована. Но Арестович его обвиняет в том, что он самочинно дал команду на начало активной фазы операции, не подумав, чем может закончиться скандал с Турцией в период подготовки стратегического договора с ней, а только потом пошел спрашивать санкцию президента. Но тут весь, заметьте, уже говорится про договор с Турцией, а не про перемирие, ну, на Донбассе, как была предыдущая, так сказать, версия, почему переносили. Но что интересно, перед этим, если вы посмотрите заявление, были как бы со стороны официальных лиц, что с Турцией была операция согласована. Вы знаете, глупо спрашивать, когда они врали, тогда и сейчас. Одно другого не исключает. И тогда, и сейчас, и вообще всегда. При этом я напомню, что Бурба говорил, что не только Зеленский, но и министр обороны Таран заранее утвердили план операции. Но накануне самого ее начала попросили перенести на несколько дней. Причем перенести. Тут интересный момент, если вы вспомните, то Лукашенко утверждал, что
его Зеленский предупредил о вооруженных людях. Ну, Да, кстати, но он, может, я не помню, там Зеленский, но он говорил, что с украинской стороны к с нему украинской пришли. стороны, Ну, официально, то есть какие-то там или спецслужбы. ну, короче, да, я вот тоже насчет... Но он сказал, что официально предупредили. И вот они вышли на этих людей, и их, значит, это арестовали. Вот такая вот ситуация. Ну, чтобы дискредитировать Бурбу, выпустили, так сказать, экс-журналиста, экс-депутата по прозвищу «Туалетный лещонок». Но он Откуда уже это не туалетный, прозвище? он уже железнодорожный. Да, но почему туалетный? Дело в том, что в Страсбурге, там, куда приезжала делегация, так сказать, во главе с Януковичем, президентом, так сказать, президент зашел в туалет, а Лещенко пытался туда прорваться и задать вопрос. Причем это не досужие домыслы. Как бы свидетеля этих событий я идентифицирую с помощью личного местоимения. Я свидетель, как Лещенко пытался прорваться в туалет. Значит, причем аргументируя тем, что он должен задать президенту вопрос как журналист. Ну, в общем-то, неудивительно, что человек сейчас обслуживает Зеленского. Да, так он написал в своем фейсбуке, что Бурба предлагал украинским властям похитить формулу вакцины от коронавируса из западных лабораторий. Короче, мы не знаем, что там Лещенко привиделось, что он там, так сказать, предлагал, но самое интересное, что на следующий день Зеленский подобную, но более масштабную историю. Я понимаю, что, наверное, они исходят из того, что народ сразу не может воспринять такое масштабное, то, что говорит президент. Поэтому перед ним должен пробежать вот некий такой вестник и говорит, вот сейчас такое интересное будет про Бурбу, он формулу вакцины хотел похитить. Зеленский Ну это заявил, как, что... подожди, ну это логика, это как на концертах, когда выступает какая-то популярная рок-группа, сначала выступает на Да, разогреве. Там на какая-то. разогрев. Так вот, Зеленский заявил на пресс-конференции, что Бурба, когда был главой Главного управления разведки, предлагал ему раздобыть информацию о том, откуда начал распространяться коронавирус, украсть формулу вакцины и передать эту информацию, закончите фразу, России или Китаю. То есть Бурба российско-китайский этот. В общем-то, наверное, агент. Во всяком случае, хотел работать на Россию или Китай. При этом, естественно, Зеленский сделает из этого единственно возможный в его понимании логический вывод, что это была провокация от Порошенко, чтобы поссорить Украину с США. Послушайте, вот вы знаете, что от меня иногда просят что-нибудь прокомментировать. А можно я не буду это комментировать? Но мне кажется, что это самодостаточный драгоценный камень, алмаз, который блистает всеми гранями. Ну что, ну как это? Красиво, что я могу сказать? Я не могу это комментировать. Кстати, Зеленский готовился же к вопросу по вагнеровцам. Наверное, репетировал. Но вот в этом нервном напряжении, ну абсолютно что-то пошло не так. Зачем-то вспомнил Афганистан. Зачем-то назвал это операция Бурба, то, что было по Вагнеру. Вспомнил, что Бурба участвовал в разгоне Майдана. Так сказать, он сказал, что Бурба отремонтировал свою госрезиденцию за 11 миллионов гривен. Но опять же, а в чем криминал? Госрезиденцию. Более того, он ее уже покинул. Не, ну тут Он говорит, вроде как все правильно. Он пытается дискредитировать торпеду, которую в него пустили. То ну есть, не вот, президентское это дело. Ну что рассказать. Вообще он говнюк, такой страшный говнюк. И не мог он сказать про меня правду, ну или что. Ну всем же понятно. потому что, Он ну, сказал, логика такая, что они с Порошенко, ну, Бурба с Порошенко хотел с помощью вот таких провокационных операций поссорить Зеленского с Соединенными Штатами Америки, выкрав, так сказать, вакцину, ну или попробовав выкрасть вакцину, а потом с Турцией, ну, устроив такую провокацию. ну, Андрей, вы, можете быть толкователем президентских
в общем-то, заявление. Ну, в общем, тяжелая работа. Я как бы давно намекаю, что мне пора уже в офис президента отправлять работать. Пора. Будете на Минсайт таскать. Значит, да, так вот. Кроме того, Зеленский сказал, что ему никто ничего сначала не докладывал. Но вот когда он решил уволить Бурбу, тот предложил захват вот в этих наемников в Украине. Причем, как утверждает Зеленский, чтобы сохранить за собой должность. И вот Зеленский говорит, что если дело касается авиалиний турецких, Эрдоган должен знать, а якобы Бурба ему говорит нет. А Зеленский якобы говорит Бурбе, да готов на это, только если люди не пострадают. А якобы Бурба ему сказал, так это даже очень хорошо, если люди погибнут. Значит, можно будет все на Россию списать. Слушайте, ну если честно, выглядит правдоподобно. Учитывая, как что такое Бурба, ну, Вы знаете, что с одной стороны да, с другой стороны, вы понимаете, эти люди все-таки умеют, извините за выражение, фильтровать базар. Ну и более того, я не сомневаюсь, что у Зеленского никаких доказательств этого нет. А при этом сейчас он говорит, что Эрдоган бы нам никогда этого не простил. Потому что я же говорю, что рассказывали о том, что, так сказать, турки были в курсе на самом деле. Более того, Зеленский говорит, что у Ермака не было полномочий, так сказать, останавливать или переносить операцию. Правильно, не было. Но Ермак разговаривал с Бурбой о переносе или нет? Ну, Бурба говорит, что ему Ермак от имени президента сказал приостановить операцию. Зеленский не сказал, что этого не было. Он сказал, что Ермак не имел полномочий. То есть он, так сказать, своему другу Ермаку еще одну статью, так сказать, превышение властных полномочий. Или присвоение властных полномочий. Ну, да, тяжелая статья, я хочу сказать, тяжелая. Значит, ну, в целом, короче, президент сказал, что он этот план не утверждал, не одобрил как авантюрный. Но на самом деле, почему тогда переносилась операция? Но если он не одобрил этот план, почему она продолжалась, и в какой-то момент там, ну, что-то в ней произошло. Ну, короче, детский лепет. в общем, хорошая операция была, но что-то пошло не так. Ну, в общем-то, да. Что-то, в общем-то, говорит, как это со Штирлицем, то ли Буденовка выдавала, то ли волочащийся за ним парашют. Да, вот где-то так. Значит, ну, у кого-то хватило ума пригласить Юрочку Бутусова, значит, из сайта «Цензор нет». Значит, Бутусов его начал спрашивать про Бурбу. А Зеленский Бутусова обвинил в том, что сливает секретную информацию, например, об использовании Байрактара на Донбассе. Ребята, ну, во-первых, это точно не с Бутусова началось. А во-вторых, вы же потом то подтверждали, то опровергали, то потом снова, так сказать, подтверждали. Но Зеленский говорит, вы ее так же слили, как и информацию об операции Бурбы. И Зеленский сказал, что из этого слива погибли люди. Господи. Ну действительно, ну как делаем, дети малые. И вот понимаете, вот президент, блядь, страны начинает рассказывать, ну, в ответ на вопрос, там, жесткий, неприятный, может быть, даже, так сказать, несколько хамски высказанным, что Богдан познакомил Зеленского с Бутусовым, а Бутусов тогда работал на Коломойского. И Бутусов хотел получить должность. А когда ему не дали должность, он обиделся и ушел в оппозицию. А спонсор Бутусова на сайте «Цензор» один из контрабандистов из санкционного списка. Ну, говорят, скажем так, с татарской именем и фамилией, но это как бы... Опять же, ну назови фамилию. А Бутусов сказал, что президент брешет. Ну, украинскую мову бреша намного жестче, чем лжет. Это хуже на самом деле.
так сказать, что президент брешет, чтобы уйти от ответов на неудобные вопросы. Ну, а потом Бурба пришел, по-моему, к Шустеру вот в этот же вечер, ну, для зрителей это уже вчера, для нас это еще вроде как сегодня, и сказал, что снова, что Зеленский был полностью в курсе, и отрицает, что он говорил, что может быть нормальная гибель людей во время проведения операции. Вот история. Не, ну я думаю, что он вряд ли бы смог, Вот, захотел бы это подтвердить, даже если бы это было правда. Давайте объективно. Ну, что он придет ну, к вот Шустеру и скажет, такая, да, я так сказал, и это было бы хорошо, ну... вот такова бессмысленная и беспощадная бурба престола в нашей стране. Но все-таки по делу вагнеровцев, как вы считаете, причина публикации этого материала? Беллинкет ждал сколько там, полгода, мусорил эту тему. Я думаю, что это какие-то были шантаж и договорники с британцами. Беллинкет это полностью, это презерватив на Ми-6. И, в общем-то, не должно быть никаких иллюзий на эту тему. Видимо, так сказать, между договорняком и, так сказать, каким-то шантажом. Но вариант, который вышел, ну, достаточно беззубый был, если бы его не дополнять как-то. Более того, ну, мы, по-моему, Андрей, с вами это обсуждали. Но у кого хватило ума, посмотрите, временную следственную комиссию, тимчасовую, ТСК, по делу там вагнеровцев и Иловайска, кстати, что-то в одно время. Ну, была логика на самом деле создать такую временную следственную комиссию и там получить нужные результаты какие-то. Но кто додумался поручить ее Марьяне Безуглой? Но она же это... Ну, я не хочу никакие, так сказать, употреблять слова, потому что в них будет там некий мужской шовинизм по отношению к женщине. Ну, это тяжелый, просто тяжелый интеллектуальный случай. При этом из-за того, что с ней в американском посольстве обсуждали закон про СБУ, и она, значит, типа в числе авторов и докладчиков этого закона, она вообще, у нее крыша поехала после этого. Так сказать. Она так сказать, прямо вслед за Камалой Харрис в американской этой иерархии. Так сказать. Ну, куча глупостей было сделано, при том, что многократно можно было отыграть эту всю тему. Ну, во всяком случае, никакой помощи от Белоруссии теперь получить невозможно. Уже слишком пересрали, извините, отношения. Так можно было бы как-то с белорусами, чтобы вот они там что-то там подтвердили или, наоборот, опровергли. Нет. В Беларуси, очевидно, будут давать какую-то неудобную для Украины версию. Хотя я же говорю, что вот тогда, пока не стали рассказывать историю про захват самолета, на самом деле абсолютно правдоподобно выглядела ситуация, что их подставили под Лукашенко, чтобы вот вся история, для того, чтобы вызвать вот скандал в отношениях и так на тот момент очень натянутых российско-белорусских, довести до какого-то кризиса, а после этого, когда будут волнения против Лукашенко, он типа останется без поддержки. Ну, во всяком случае, тогда выглядело так. Потом рассказали, что как-то должны были их захватить, значит, актом воздушного пиратства, хотели захватить их на территории Украины. Ну, На пресс-конференции затронули тему санкций. Зеленский как-то очень странно высказался о людях, по отношению к которым их вводят. вы понимаете, ну нельзя сказать, что странно. Он высказался как ублюдок. Он сказал, что не считают их людьми. Вот те, так сказать, против которых... Ну, может, он прямо не сказал, он под вопрос поставил, что вы считаете, что это люди, там, типа, против того мы в санкции вводим. И добавил, есть представители людей, я всю цитату вам зачитаю. Она спросила, так шумила, когда мы увидим конкретные факты и документы, на основании которых СНБО выносит свои решения.
Вы не боитесь, что скоро увидите решение ЕСПЧ, что нарушены права тех людей, против которых вводились санкции? Ну, я, кстати, хочу сказать, что, во-первых, Верховный суд сейчас готовится какое-то решение принять по этим санкциям. И, во-вторых, создан прецедент. Против 2 человек суд снял санкции, но это были порошенковские санкции. Порошенко их редко выводил. Но дело в том, что из-за полной их незаконности. То есть, собственно говоря, что те санкции, введенные при Порошенко, что просто Порошенко их было мало, что нынешние, никакой разницы между ними нет. Создан прецедент на самом-то деле. И, конечно, что это вызывает большие сомнения. Он говорит, вы их людьми называете? Да, это все запомнили. А он вот что сказал. Есть представители людей. Не все представители людей являются людьми. Есть особы. Я так считаю. Я не обо всех говорю. Да, это мое личное мнение. Потому что если бы я не прав, то не существовало бы правоохранительных органов, а все люди жили бы в мире. О чем это он? А что значит личное мнение? Ты президент. Ты, блядь, президент. Публично озвученное на официальном мероприятии, это официальная твоя пресс-конференция. Мнение является официальным мнением президента. Но вы знаете, что тут это даже не вина его, это беда. Он не понимает и не поймет этого. И вот если мы дальше будем разбирать пресс-конференцию, он не понимает, что он президент. И он не роль играет президента. Вот тут играю, а тут не играю роль президента. А тут я вот такой вот чувак классный. Или не классный. Нет, ты все время президент. Ты все время президент. Так сказать. И он говорит, что санкции вводятся без решения судов, потому что суды это долго. Вот послушайте. Ясно, что его должен был быть вопрос, потому что очень много запустили действительно, которые там оппозиционные или так это достаточно независимые СМИ, кроме, так сказать, как у нас говорят, рептилек этой администрации президента, офиса президента сейчас. Но могли же какие-то другие формулировки, что в соответствии с законом по СНБО, хоть что-то сказать. Нет, мы вводим санкции без доказанной вины, потому что через суды это долго, а нам надо быстро ввести санкции. Получается. Это вообще охуенно на самом деле. Подождите, он расписался, это узурпация власти, это присвоение властных полномочий и превышение властных полномочий. Уж там юристы скажут, чем там это одно от другого. Более того, в Конституции записано, что никакие права не могут граждан Украины ограничиваться без решения суда. Да, там есть исключения, там чрезвычайные военные положения, то отдельные случаи. Вот просто так, нельзя просто так ввести санкцию. А он, главное, что этого не понимает. Он этого не понимает. Он считает, что, есть нехорошие люди. Мы тут порешали с пацанами. Пацаны хорошие. Значит, мы порешали, что есть нехорошие люди, надо их наказать. Через суд не получится, потому что нет доказательств. Или очень долго эти доказательства. А давайте их санкциями СНБО. Давайте. Хорошо, если бы он так сказал, что это не люди, и вводил санкции против людей, которые обвиняются в преступлениях, но часть людей, против которых вводятся санкции, они вводятся по политическим причинам. Подождите. Против практически всех, кроме контрабандистов. Но с контрабандистами еще хуже. Это, тех, кого называют. Давайте так. Тех, кого называют контрабандистами. Как у них там организован экспорт-импорт, все ли они, так сказать, там есть криминальные авторитеты, так сказать, санкции. Это способ конкурентной борьбы. И злые языки говорят, что это, если не ошибаюсь, в Черкасах, было убийство одним криминальным авторитетом другого. За то, что тот проплатил, тот, которого убили, проплатил сколько-то денег, чтобы его конкурента внесли в санкционный список. А за такое, надо ответить.
То есть это вообще, так сказать, как это, сучился до последней степени. Не по понятиям. Не, это вообще крайне, то есть. Но, как мы видим, понимаете, если даже в уголовном мире уже используют СНБО, то там, скажем, все вот эти люди, которые сидят на серых схемах, не на чисто черных, а на серых схемах, ну, конечно, так сказать, пытаются выбить друг друга. Кого-то обелечивают, кто-то платит, чтобы их не включали. Со многими вступают в переговоры. Кто-то платит, кто-то не платит, потому что говорит: вы кинете, гады. Я лучше выкручу, спасибо, что предупредили. Я пока успею все имущество разбросать там по доверенным людям. Вот так. Вот так все это происходит. Не, но все-таки надо поблагодарить Зеленского. Спасибо, что это санкции СНБО, а не тройки, потому что оно могло быть там какая-нибудь там Безуглая, Патураев и кто-то еще там, Верещук, например, сделали бы такую тройку, и они там расстреливали бы. Вы знаете, я хочу сказать, что муж моей бабушки, его должна была судить тройка, а им объявили, что это, заседание переносится, потому что тройку расстреляли. А потом их отправили, ну, тех, кто проходил, в обычный суд, и они были все оправданы. В 1938 году, кстати. Ну, дело в том, что, ну, вы правы, так сказать, тройки, это же были органы вне судебных репрессий, кстати, так они и назывались, это не суды были, это были, так сказать, вот такие СНБО, в общем-то, Ну, потому что маленькие. через суд долго, это побыстрее. Потому что через суд долго, да, потому что через суд долго. Ну, и к центральной теме пресс-конференции это практически объявленная война Ахметову. Да, вы правы, это тоже вот важный момент. Президент решил перейти в контратаку, так сказать, более того, он перешел раньше в нее, но в качестве эпиграфа я хочу цитату из президента. Знаете, как это, фраза хорошая, но как это не в том месте и не в то время. Он сказал, что ради стабильности Украины готов сесть за один стол со старыми элитами, но не ценой шантажа. Вы понимаете, эта фраза, ну, достаточно разумная, наверное, она заготовлена, разумеется, была заготовлена. Она утонула во всех вот этих его умозаключениях по поводу Ахметова. Война с Ахметовым началась, так сказать, не во время пресс-конференции. Так сказать, было объявлено, что СНБО заслушает информацию НАБУ, так сказать, о деле Роттердам плюс. Зеленский запилил видосик, в который угрожал олигархам и их телеканалам. Понятно, о ком идет речь, так сказать. Ну и, в общем-то, появилось много, так сказать, признаков того, что начинается серьезная борьба. Ну, в конце концов, у Шустера собрались обсуждать Беллинкет, и в крайне негативной для президента форме это все было сделано. Там же, так сказать, Гордон заявил, что для него умер президент. Вот Аваков и Разумков там у Шустера сказали, что никаких справок СБУ для подготовки решения СНБО в природе не существует. Кстати, чуть ранее депутат Деркач сумел получить документ от СБУ, что на него никакой справки не было. Очень интересный момент. Но сам же Аваков, когда закрывали этот News One, ЗИК и 112, он же рассказывал, какую он страшную справку читал СБУ, в которой, что это российскими и террористическими деньгами эти каналы, так сказать, финансируются. Ну, уже забыл, господи, память. Это я вот это, мне тяжело, я вот эту всю лабуду помню. Так сказать, зачем я им это припоминаю? Надо самому, так сказать, рассказывать каждый раз что-то новенькое. Считается, что в клинч с Ахметовым вошли именно по вопросам ну, телевизионным, так сказать, его медиаресурсы, значит, взять их каким-то образом под контроль, договориться, он отказался. Но на самом деле ведь Ахметов
прекрасно понимает, что при наличии такого органа, как СНБО, ну рано или поздно и за него возьмутся тоже. Более того, сейчас, это известно, готовятся санкции против Новинского. Это его очень серьезный, близкий деловой партнер. Более того, у них много бизнеса в совместном управлении. Ну, там в разных пропорциях акций, но это его многолетний партнер. Ну, так сказать, уже это, если это будут введены санкции, нанесет удар серьезный по Ахметову. Потому что, понятно, Новинский связаны с ним компании. Эти компании связаны с Ахметовым. Часть, ну, во всяком случае, часть из них. Так что вот понятно, что ситуация такая, ну, для Ахметова неприятна. Он действительно начал разные политические проекты, ну, готовить или, так сказать, присматриваться. Разумкову дают слово на Ахметовском канале Украина. Понятно, что как бы он был готов идти на столкновение, но вот это все еще было до этого пресс-конференции. Он, в общем-то, пытался смягчить ситуацию, но говорил, что информполитике он уступать не собирается. Так что, более того, он сказал, что знаком с Шефиром. Его спрашивали, с кем он знаком. Он сказал, что с Сергеем Шефиром знаком. Так сказать, а его медиахолдинг, значит, всем сторонам, так сказать, предоставляет там равные возможности. Но не преминул добавить, что если в последние месяцы власть критикуют больше, чем раньше, это вопрос к власти. Ну, понимаете, такая дерзость. Сказать, что, так сказать, власть поливает дерьмом, потому что она ничего лучшего не заслуживает, мне кажется, что это вызов. При этом еще со свойственным ему таким, ну, это не черный юмор, но такой, знаете, такой, ну, эпатаж. Он сказал, что не считает себя олигархом, и если его СНБО наделит таким статусом, что будет обращаться в Международный суд. Я инвестор, я не олигарх, я инвестор, так сказать. Вот, да, я не халявщик, я партнер. Так сказать. Ну, мы же Не, понимаем, ну что... спасибо, что не добавил меценат еще. Да, еще Когда и меценаты меценат. с 90-х, знаете, были Да, такие. да, конечно, знаю. Ну, мы понимаем, что все богатство Ахметова – это схемы, преференции из бюджета, недоплаченные, неуплаченные налоги, сниженные налоги и прочее, прочее, прочее. Так сказать. Обычно, И свои, если мы это и свои депутаты в Верховной Раде. их и десятки своих депутатов в Верховной Раде. Ну и, конечно, этого недостаточно, чтобы сам себя Ахметов считал, так сказать, олигархом. А при этом он сказал, что он на встрече с Зеленским не напрашивается. Ну а дальше вы знаете, как это. Рыдали всем ДТЭКам. Для меня главное, вы сидите, кстати, для меня главное, чтобы Украина была успешной, а украинцы счастливыми. Это намного важнее встреч с президентом. Блядь. Как они умеют вот это вот загнуть, ну вот как это, так сказать, Ну вот я вам скажу, ну не что бляди, а. у меня проблема, надо подключать электричество к частному дому, ДТЭКовская. И цену, которую они ломят, ну я настолько счастлив, просто аж до слез. Дорогой ДТЭК, если вы сделаете Андрею скидку, я гарантирую, что 2-3 недели, договоримся там, я не буду упоминать Рената Леонидовича. Вот я, так сказать, публичная оферта, как говорится. Да, так сказать. Можете этот видосик сделать, им отнести. Может, чем поможет. Ну и как бы в самом... Спасибо вам, Дмитрий Георгиевич. Кто же обо мне позаботится? Как не вы. Ну не Ренат же Леонидович. Значит, да, ну и «Слуга народа» после вот этого эфира знаменитого на Украине, на канале Украина, объявили, что перестают ходить. Правда, Бужанский ходит, в самом случае, фотка есть, где он туда пошел. Ну и они объявили, что, значит, этот Игорь Чернев объявил, что если,
Значит, не удалось договориться, ну, значит, это война, будем воевать. Ну, это было вот, это как бы вот в контексте этого. И Зеленский говорит, что Ренат готов включиться в организацию госпереворота. Правда, сказал, что Ахметова в это втягивает близкое окружение. А сам Зеленский сказал, что он не верит в госперевороты. Мы сейчас коснемся, откуда вообще, что это за разговор каких-то близких людей. Там 3 беглых ментов украинских, ну, высокопоставленных. И типа один ФСБшник, сидя в Крыму, чего-то там вспоминают Ахметова. Ни один из них никакого отношения к Ахметову не имеет. Вот, ну, такое. Вот. Но при этом вот надо сказать, что Зеленский действительно, вот он обратил внимание, чем он в лучшую сторону от многих отличается. Вот цитата дословная. Я не закрываю телеканалы, как это делают в некоторых странах. Ну, конечно, канал Ахметова он пока закрывать не будет. При этом выстраивает свою сейчас медиаимперию. Кстати, оно особо не поможет. Ну, как ни странно, знаете, меньше всего понимают и знают о воде рыбы, как известно. То же самое, как бы люди, выступающие по телевизору, не очень хорошо себе представляют, как устроено медиапространство. Ну, то такое дело. Сказать. Но то, что он не закрывает телеканалы, это вот действительно, ну, вот, понимаете, что должно быть у человека в голове? Или за кого он должен считать своих собеседников? Вы знаете, что очень Но он интересно... просто, может быть, не считает вот ЗИК, News One и 112 телеканалами. Ну, может быть. І перший незалежний, так сказать, да. При этом я хочу сказать, что Ренат ответил почти сразу же. Он назвал заявление Зеленского ложью, причем в украинском это в жесткой форме брехней. Он сказал, что это брехня. То есть можно было, президент сказал неправду, он это назвал брехней. Значит, ну а что касается, тоже очень интересный момент на самом деле. Заметьте, что сразу появилось заявление Госдепартамента, что Соединенные Штаты пытаются получить дополнительную информацию в связи с утверждениями Зеленского о готовящемся перевороте с участием Ахметова. Это сразу вышло, так сказать, заявление. И сразу же выпустили американского журналиста Кристофера Миллера, который откуда-то получил расшифровку этих записей. И что, оказывается, Зеленский планирует передать в эти выходные. Но что сделаны аудиозаписи, из того, что он видел, аудиозаписи, расшифровки, что это разговор, которые, ну, люди рассуждают о том, что им надо быть готовыми к переезду в Украину и работе с Ахметовым. Ну и что? Ну вот, как сказал, вот такая фраза там в контексте есть. Причем здесь Ахметов, непонятно. Но почему вот так американцы сразу дали информацию, которая, может дезавуировать заявление Зеленского? Потому что у Ахметова есть в Госдепе крыша. Кстати, он же ни под какие американские санкции не подпадал. Особых претензий к нему американцев нет. Вы спросите, это абстрактно, кто ж там его крыша, что ж вы такое? Я назову, кто его крыша. Виктория Нуланд. С каких пор? С тех пор, как она здесь шастала. Крыша, да, в том самом смысле, как в 90-е. Она его прикрывает. Они вместе едят печенье. Возможно, она ему просто помогает как честному человеку. Но он же инвестор, а она заботится о инвестиционном климате в Украине. Безусловно. Виктория заботится, да. Смотрите, все-таки на этой пресс-конференции Зеленский фактически объявил войну Ахметову. Да. Как вы считаете, у него есть вообще возможности для того, чтобы полноценно с Ренатом воевать? Вы понимаете, что
Есть возможности с Ренатом, есть возможности с Порошенко, есть возможности с Медведчуком. Со многими есть, но не со всеми сразу. Он же втянулся в борьбу со всеми сразу, включая местные, там, ну, если это можно назвать элитами, с рядом мэров. И все с ним фрондируют. Вот ему кажется, что у него появилась такая волшебная палочка решения СНБУ. Ну, а на самом деле он только против себя объединил очень многих. Так что, ну, вы знаете что, я ему могу только пожелать, что в час икс, чтобы ему и его семье нашлось место в списке Шиндлера каком-нибудь. Потому что может не найтись. Ну, похоже на то, что Зеленского будут сносить раньше срока. Вы знаете, что он для этого много делает. Хотя, я думаю, компромиссы с переходом, например, на чисто парламентскую республику с номинальным президентом, ну, компромиссы всегда возможны. Но на компромиссы способен человек, который понимает, с кем договариваться, о чем договариваться и в чем может состоять компромисс. Я очень сомневаюсь, что Зеленский и его окружение вот этими вопросами владеют. Плюс поправка на традиционные взаимные политические китки тоже вот есть. Посмотрим, как бы. Ну, 1 декабря будет такая не очень показательная демонстрация, так сказать, национального корпуса. Но вот как будут дальше события развиваться, это интересно. Тем более, ну, во всяком случае, власть ничего не сделала для того, чтобы, то есть, гарантировать спокойное прохождение отопительного сезона. Да, они запустили 14 блоков атомных станций, но этот атомные блоки, их работа должна балансироваться или угольными станциями, ну, так сказать, или притоком электроэнергии, например, там Беларусь или России. Что они будут с этим делать? Ну, послушайте, не знаю я, что они будут с этим делать. Как вам вообще психологическое состояние нашего президента на, вот, на этом пресс-конференции, пресс-марафоне даже правильно говорить? Вы понимаете, что он не только не держит удар, но в целом, понимаете, есть ситуации, это, кстати, говорит и о его состоянии, и о его команде в целом, и о том, и о другом, но на которые ты должен подготовить ответ. Но ясно, что его будут дрючить по вот этому отмечанию дня рождения Ермака 21 так сказать, ноября. Вот эта резиденция президентского Синегора. Так сказать. Его спросили про это. Он начал рассказывать, что у него есть право на личную жизнь. Кстати, серьезный вопрос, есть ли у президента особое право на личную жизнь. Ну, допустим. Журналисты не дают жить. Ну, хрен с ним, журналисты сволочи. У него нет самолета. Я не шучу. Президент пожаловался, У что него у есть него самолет, нет... но он сломался. Бля, И вертолет тоже у него есть, но тоже сломался сам вертолет. И поэтому пришлось брать вот этот из МЧС. послушайте, ведь, Андрей, вот вы это говорите, многие зрители подумают, что мы стебемся. А мы пересказываем то, что сказал президент. Так сказать, на президентский самолет они боятся выделять деньги, чтобы не говорили, что на президента много тратят. Поэтому он вынужден летать вертолетами. Ну и вертолеты поломались президентские. Ну да, потому что Поэтому... сэкономили на техническом обслуживании. Тоже, чтобы не возмущалось общественное мнение, что на президента Поэтому, а тратят вот деньги. дальше у него хватает ума. Вот понимаете, так тяжело, самолеты поломаны, вертолеты. И поэтому взяли вертолет службы чрезвычайных ситуаций. ДДД. Послушайте, ребят, вы рассказываете, какие вы честные, какие вот там боитесь деньги выделять. И берете вертолет казенный государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Нет, мы не просто поехали в пятницу отдохнуть, а поработать с министром регионов. Ладно, хорошо. А уже утром полетели в Киев возложить цветы на аллее Небесной Сотни. А потом обратно в Синегору с Ермаком. Ну тут внимание.
Но Ермак там день рождения не отмечал. Он потом, в понедельник, с родителями отметил. Вопрос, зачем вы тогда в Синегуру летали и жгли казенное топливо на казенных вертолетах, если Ермак не в Синегуре отметил, а в этом, а с родителями? И какая тут у Ну тебя как они, личная... подожди, ну они ездили поработать туда. Там же не саммит собирается проводить с Хорошо. дипломатами какими-то. Посмотрите. Согласен. Согласен. Такой возможен был ответ. Прямо А, поработать в день рождения Ермака на 50 лет. Вот я в хорошо. это верю 100%. Хорошо, Андрей, можно было сказать, что мы летели работать, встретились с министром регионов, что-то еще. А зачем тогда это начинать с того, что у него есть право на личную жизнь? Ну, кто тебе текст этот писал? Какой Шекспир Шефир, блин, это все писал? Ну, если ты говоришь про личную жизнь, ну, расскажи, что имел право отметить. Если ты рассказываешь, что ты по работе был, правда, непонятно, что Ермак там делал, зачем было, а в Синегору, блин, в день рождения, ладно, бог с ним. Ну, тогда, тогда это не твоя личная жизнь, не плачься про это. Так что, ну, в общем-то, да, его спросили про второй срок. Естественно, он вспомнил Гордона. Не, ну как Гордон вылизывал Зеленского, это отдельная история. А теперь начал за те же места кусать. Ну, так сказать, хочется спросить, Владимир Александрович, а чему вы удивляетесь? Ну, чему вы удивляетесь? Так сказать. Он говорит, они так боятся, что я пойду на второй срок. Ну, кто боится, не знаю, ну все боятся. И Гордон аж из штанов выпрыгивает. Не должен идти, не должен, не должен. То есть, он показывает, что вот Гордон его задел. Ну, совсем недавно вон шашлычки жрали вместе, фотографировался вместе, так сказать, с Гордоном, ну, Зеленский с Гордоном, с женой Гордона, Бацман, так сказать, все были, вот, а теперь Гордон его мочит. Ну, Но не наверное, помогло. наверное, ты не платил Гордону. А платить пробовал, кроме шашлычками? Ну, и вот тут это тоже очень красиво, он продолжает. Боже мой, разве это главное? Ну, это из какой-то пьесы. Это он помнит, как это. Это помнят руки, ну тут помнит язык. Да. Я говорю, боже мой, разве это главное? Я не вижу, как мои дети растут. Я должен только им. Позорище. Ну, понятно, позорище Гордону. Не вижу, как дети растут. Ну, это, конечно, тяжело так отдается работе. Ну, и, кстати, если бы не летал бы с Ермаком, бы лишний день бы посмотрел, как дети растут. Кстати, Владимир Александрович, да вижу, как я ваши дети их в Новопечерский лицей водят. Блин, да видим, как ваши дети растут. Могу рассказать. Это прямо рядом с моим домом. Вижу я это все. Вместо Зеленского за ростом детей наблюдаете вы. Да, наблюдаю. Что делать? Так сказать. Но главное, вот тут момент. Я должен только им. Так, подожди. Ты президент, не видишь, как растут твои дети, и ты должен только детям. А может, ты, блядь, что-то избирателям должен, а? И даже по поводу второго срока. Да нет, любой, даже Гордон. Я даже скажу, любой Гордон имеет право задать вопрос, будет ли президент на второй срок выдвигаться или нет. Более того, и высказать свое мнение, что может или не может, тоже имеет право. И ты им должен либо ответить, либо опровергнуть, либо послать куда-то, ну, если хочешь, так сказать. Но ты как раз детям своим, ты должен меньше всего. Ты должен своим избирателям. Но вот это он говорил абсолютно искренне. Вот выведенный из состояния равновесия, мы видим человека. Такую, ну, понимаете, я не хочу сказать, что жалкая, ничтожная личность. Может быть, в среднем это нормальная личность. Но по сравнению с должностью президента в той критической ситуации, в которой находится Украина, он ведет себя как жалкая, ничтожная личность в масштабах того, что от него ожидалось. Так сказать. И еще и не понимает, кому он что должен. Вот это для меня, ну, такой, знаете, я же люблю это «В капле отражается море». Вот как раз для меня вот это
Цитата: «Я верю, что он любит своих детей, я верю, что он хочет смотреть, как они растут. Но должен ты всем украинцам». Понимаете? Владимир Александрович, вы наш украинский маленький принц. В чем разница? Да практически ни в чем. Просто вы в ответе за тех, кого наебали. Под конец, как вы любите брать широкий контекст, прежде чем обсуждать какую-то тему, это все происходит на фоне падения рейтинга Зеленского. И вот сейчас это мощнейшие атаки, которые, ну, в принципе, от медиа-атаки, которая еще больше валит его рейтинг, которую инициировал в том числе Ахметов. Вот Да, насколько этот шаг, как вот 5-часовой пресс-марафон, он как-то Зеленскому помог или поможет в будущем остановить это падение или как-то поменять мнение избирателей? Вы знаете, что она очень незначительно на ядро его электората, он может каким-то образом повлиять. Но в принципе, вы понимаете, что сложно рассуждать о неких, вот как, о пресс-конференции, у которой нет никакой цельности. Ну, она развалилась на отдельные темы. Задачи не решены. По Вагнергейту, я считаю, очень слабо. По Ахметову, как бы не пришлось какому-то фраеру сдать назад, между прочим. Госдеп не зря сразу это высказался. Говорит, как это? А мы не знаем про этот заговор? Ну, что-то, говорит, может, его и нету, Владимир Александрович, как там он? Мы еще увидим реакцию какой-то Соединенных Штатов на это все. Я не думаю, что она будет какой-то сильно антиахметовской. Ну, посмотрим. Все может быть. Человеческие качества. Ну, кого-то назвать, что это не люди, что он должен своим детям впадать вот в эти истерики минимум 2 раза. Ну, не знаю. Не производит впечатления на самом деле. Наверное, у каких-то там женщин с очень сильным материнским инстинктом, конечно, вот, что вы там ребенка обижаете, ну, где-то вот так сказать, а он же добра хотел людям. Ну, их мало, так сказать, они уже в возрасте, те, у кого материнский инстинкт, так сказать, возникает при виде, так сказать, Зеленского. Так что это... Я думаю, что никаких проблем он своих не решил, а создал новые, на самом деле, создал новые. Вы знаете, что, как в мое время говорили, это кто-то из вот каких-то вот типа законов Паркинсона, и вот тогда было много всяких законов Мерфи. И вот был такой закон, что чтобы очистить одно, надо выпачкать другое. Но можно ничего не вычистить, а все запачкать. Ну вот примерно по этому худшему сценарию и прошла пресс-конференция Зеленского.